Привет! Сегодня нас ждет финал Кубка Кома. После матча обещают крутое шоу. Я посетил почти 800 матчей. Такого шоу на стадионе я еще не видел. Поддержим интригу, что это будет, но я думаю, будет круто. Перед матчем нас ждет красоты Кома. Ну и в целом Кома-Аякс финал. Это вывеска. Мне кажется, через пару лет с подходом клуба Кома это может быть матч Лиги Чемпионов. Все билеты на домашнюю трибуну Кома проданы. У Кома активные фанаты. Фанаты Аякса тоже крутые. Я это видел на полуфинале. Так что должно быть атмосферно. Решил сегодня поехать на машине. Я больше люблю ездить на электричке. Но так как последняя электричка уходит через 15 минут после финального свистка, планируется награждение, шоу, я решил, что надо ехать на машине, чтобы все качественно снять. Это, кстати, не лучшие районы Милана. Вот это я сейчас в районе Сан-Сиро еду. Вот тут всякие... Ну, я не знаю, социальное жилье, так сказать, вот это вот считается одной из худших, что есть в Милане. Но вот езжаешь чуть в сторону, тут уже интересные дома, посмотрите, видите, дом на одной ножке стоит. И говорят, что в этом районе уже и футболисты живут, и все такое. В общем, Милан очень разный, на Комо мне ехать 40 минут. А слева мы едем, это ипподром, в Милане 2 ипподрома, на обоих проходят концерты, этот поменьше, и тут вроде вчера проходило шоу дронов. Дорога на Комо платная, ну как практически любая междугородняя дорога в Италии. Ездить на Комо это уже удовольствие. Посмотрите на эти горы, на этот вид. Передо мной в потоке Мазерати. Мама, я тут живу. Ну и, знаете, обращение к маме, оно с одной стороны образно-абстрактное, с другой стороны, моя мама реально все смотрит, и это один из мотивов для меня снимать. Мы не так много говорим по телефону, я все время куда-то еду, она тоже человек занятой, а так она вечером посмотрит, что у сынишки все в порядке. Я сейчас был на концерте AC/DC, и там в песне Highway есть строчка «Мама, look at me!» И вот, там плохо было слышно, поэтому, может, никто не понял, в том числе и мама, но вот тот момент, там, где мое лицо появляется в кадре, как раз это было под эту строчку. Поэтому вот стараюсь оставлять какие-то такие послания. Кстати, выпуск концерта AC/DC, как по мне, просто супер. Мне даже, чуть-чуть жаль, что не так много людей его посмотрело. Вначале вообще просмотры были так себе. Сейчас всего 2500, но вроде просмотры идут. Ребят, если вы не смотрели этот выпуск, советую посмотреть. Но если прям весь не хотите смотреть, хотя бы концерт посмотрите. Тайм-коды есть. Можете сразу туда мотнуть. Но мне кажется, это было очень круто. Еще немного видов. Просто когда дорога, никогда не знаешь, где будет самый крутой вид, чтобы вам его снять. Ну и, кстати, не только мама меня стимулирует. Еще я знаю, что друзья смотрят. Это подбадривает. Я с ними не так часто общаюсь, но знаю, что они посмотрят, тоже увидят, что все хорошо, порадуются. Ну и вы все стимулируете меня снимать. Возможность с вами этим всем поделиться, чтобы вы порадовались. А те, кто постоянно комментирует, вообще ощущаются уже как друзья. Комо у всех ассоциируется, конечно, в первую очередь с курортом, но тут с промышленностью тоже порядок. Всякие фабрики, не знаю, какие-то производственные помещения, торговые склады. В общем, это не просто сугубо туристический курортный городок. Просто продолжаем ехать по Комо. Звенят колокола, значит, надо поставить колокольчик на мой канал. Ну и подписаться, естественно, если вы вдруг еще не подписаны. Самое сложное в автомобильных поездках на Комо — это припарковаться. Я в дни матча иногда парковался более часа, и это не шутка. Сегодня, видите, все везде запарковано. Я сейчас 1,5 километра от стадиона, и мне крупно повезло, что я нашел парковочное место, потому что прямо передо мной кто-то отъехал. И мне не придется сейчас вот час кружлять в поисках места. Причем, видите, платные паркинги комплета, значит, заполнены. Люди уже стоят в очереди, чтобы заехать на платный паркинг. И очередь это может быть долгая. Вот тут уже 3 машины, при том, что это не лучший паркинг. И стоят они все недешево. А в тот, который ближе к центру, там уже, наверное, 10 машин в очереди. А мне повезло даже еще и стать бесплатно. Желтые номера — это Нидерланды, это явно фанат Аякса. Представляете, фанат Аякса приехал на своей машине на Комо, чтобы поддержать свою команду. 1100 километров до Амстердама, это более 11 часов чисто вот ехать по дороге. Ну, респект таким фанатам, кто на такое решается, чтобы поддержать свой клуб. Ну, и вы понимаете, Кубок Комо — это не только про футбол. Я уверен, что этот человек получит удовольствие не только от футбола за эту поездку. Это хороший повод, вот матч — это всегда хороший повод выбраться.
Может, он бы никогда на Комо и не поехал, а так Аякс играет на Комо. Все, мчим на Комо. И очень много сегодня будет фанатов Аякса, я уверен. Что Комо это не только озеро, а еще и промышленность. Вот напоминаю такие виды. Это мы уже, в принципе, не очень далеко от набережной. Это не фаншоп Комо, просто какой-то обычный магазинчик в переулочке, но тут тоже есть атрибутика Комо. Видите, Комо любят свой клуб. Прикольно, машина с одесскими номерами и в свадебном атрибутике. Ну, наши люди любят делать свадьбу на Комо. Я шел и вначале подумал, что этот золотой человек это C3PO. Помните, робот из Звездных войн был такой золотой? В общем, маркетинг, видите, тут двигается. Вот кто-то на Каенчике примчался поддержать свой клуб. А фанаты Комо уже двигают на стадион. Но у меня пока есть другое дельце. Видите колонна машин? Вот там вот 4. Тут еще. Это все люди, которые ездят тут по кругу и ищут парковку. Потому что дорога вот там вот справа, где машины едут. А это уже все заезжают в ожидании парковочных мест. И вот могут тут вот так долго стоять и ждать, пока кто-то выйдет, чтобы стать. Я вот таким часами бывало занимался. И нет варианта поехать на платный паркинг. Он тоже весь занят. Двигаемся в старый центр. Посмотрите, это была городская стена. И тут, видимо, когда-то были ворота. А сейчас просто свободно заходим. Первые на сегодня фанаты Аякса в клубных цветах. Прекрасные площади Комо с кафешками. Ну, мне кажется, что это такой мини-туристический рай. На период межсезонья клубный магазин закрыт. Но, видимо, там ремонт может какой-то. Потому что во время кубка было бы логично его открыть. Хотя во время кубка у них специальные кубковые магазины даже есть. С кубковой атрибутикой. Магазин закрыт, а мерч продается. Просто походить перед матчем по этим переулочкам. Ну, это уже какое-то чистейшее удовольствие. Ресторанчики прямо во двориках. Ну, тут, я не знаю, если делать обзор по ресторанам, то это может быть отдельно несколько выпусков. Переулок сужается. Почтовые ящики людей на Комо. Слушайте, я вспоминаю наши почтовые ящики, старые вот те вот, а тут они с эмблемой. Довольно абстрактное творчество. Пока тот клубный магазин закрыт, атрибутика Комо продается в магазине совмещенном Adidas и Комо. Такая вот коллаборация. У них, видите, висят клубные футболки нового сезона. Ну, кстати, тот случай, когда они неплохие, в отличие от многих других. Озеро, все красивенько. Декор магазина. Магазин Adidas Комо закрылся в 7 20 минут назад. До матча 1:10, но без атрибутики вы бы тут явно не остались. Она повсюду. Но, честно говоря, я, конечно, приехал поздновато. Может, надо было приехать пораньше и погулять тут побольше. Но вы же помните, я не самый лучший блогер. Но зато настоящий. Было бы очень тяжело посчитать, какой раз я выхожу на эту площадь. Но каждый раз ты на нее попадаешь и думаешь, вау, хорош. У Аякса, конечно же, не только фанаты, но еще и фанатки. Наверное, тоже приехала из Голландии, чтобы поддержать свой клуб. Но я еще не завтракал, поэтому задача номер 1 позавтракать в моем любимом заведении Поке на Комо с вот этим вот шикарным видом. Пока жду с Дакас, решил отбежать на место Комо фестиваля. Он сегодня тут проходил, правда, в 6 вечера он уже закрылся. Но посмотрите, как все организовано. Это просто Кубок Комо, это просто товарищеские игры, ну, по сути. И тут столько было развлечений, столько людей. Вот поэтому я жалею, что я пораньше не приехал. Но ничего, еще много фестивалей нас ждет впереди. Куча разных турниров. И по FIFA на PlayStation, и по настольному футболу, и по футболу 3х3. И вот эти все маленькие версии, и атрибутика, и конкурсы, и розыгрыши. Ну, в общем, за организацию Комо реально плюс. Об этом еще поговорим. Кстати, официант в кафе разговаривает по-русски, хотя я думаю, что он и из Украины, там еще девочка из Украины работает. Рядом сидят русскоговорящие люди, ну, из России, наверное. И в целом я вот хожу по Комо, и повсюду звучит русский язык. Очередная палатка с мерчом Комо, и, конечно же, я понимаю, что тут Ника Пас самый популярный сейчас. Ну, и еще Кутроны пользуются популярностью, мне кажется. Фанатов Аякса очень много, по улицам ходит. Чувствуется, что поддержка будет. А тут у нас Ника Пас в Макдональдсе. Ну, предсказуемо. И маленький фанатик Аякса. Живя в Италии, стал намного больше есть азиатской еды, потому что мне кажется, что есть пиццу и пасту, это не супер здорово. А вот поке, рис, ну, оно вроде как полезнее. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. И раньше тут была вода, брендированная городом Комо,
его видами, а сейчас у них брендировано их заведение. 21 евро мне обошлось поке с кучей опций и водичка. И посмотрите, как им удается вписывать, видите, бренды в старые здания. Ну, смотрится органично. Я уже отсюда, с набережной, слышу, как называют составы матча. А что это значит? Что матч скоро начнется. А я думал, что начнется в 8:30. А сейчас 7:54. И, видимо, то ли его перенесли на полчаса раньше, то ли я просто не уследил. Ну, в общем, видимо, на матч я опоздаю. Хотя я думал, что как раз четко успеваю. Ну, ничего, бывает. По традиции, тут, как всегда, очередь за мороженым. Просто посмотрите, куда я приехал на футбол. Ну, вообще, вот эта идея с Кубком Кома, она супер крутая. Потому что, ну, где может быть лучше летний кубок, чем на Кома? И состав хороший собрали, понимаете, Селтик, достаточно крутая титулованная команда, Аякс, ну это, когда-то они вообще были легендами, ну сейчас тоже неплохие все-таки, команда с именем. И видите, Кома Аляхли, команда с большим бюджетом. И видите, Кома тянется к большим клубам, у Кома очень богатый владелец, там мультимиллиардеров, считается, что владелец Кома богаче всех остальных владельцев клубов серии А вместе взятых. И видите, пока что работает, то есть у них очень крутой маркетинг, они вот не сидят без дела, они организовали этот кубок, за что им большое уважение, они ведут активную трансферную политику, у них есть какие-то проекты по реконструкции стадиона, хотя для Италии это очень тяжело будет, я не знаю, пожелаем ребятам, конечно, удачи. Но итальянцы не любят муниципалитеты реконструировать свои стадионы. Ну а стадион Кома уже улучшился при новых владельцах. Добавили кучу сидений, потому что я тут бывал на матчах серии Б еще. И тогда там, по-моему, 6 тысяч было, уже 13. То есть они подтянулись к нормам серии А. И, ну, Кома претендует на Еврокубки, мне кажется, со временем. То есть вот матч Кома, Аякс, сейчас я иду на Кубок Кома товарищеский. Я думаю, что со временем Кома, Аякс, возможно, встретятся в Лиге Чемпионов. Ну, я на это надеюсь. У меня Кома в когорте моих любимых клубов. Вы знаете, я не монофанат, у меня большое количество клубов, которые мне симпатичны. И вот Кома — это один из них. Конечно, чуть-чуть жаль, что я опаздываю. Я уверен, что перед матчем было какое-то крутое шоу. Кубок, наверное, проносили. Все такое. Ну, бывает. Что-то не уследил. Дружеский кубок, недружеский. Полиция все равно на страже. Ну и не просто так, кстати. Я был на матче Аякс-Селтик. И там у фанатов был конфликт. Потому что они поддерживают разные стороны. Так сказать, в мировых конфликтах там у фанатов Селтика одни флаги других стран, у Аякса свои предпочтения, так что там была напряженность. Подходишь к стадиону мимо пальм и цветов. Уже идет 5-я минута матча, а люди все еще стоят в очереди за билетами. О билетах расскажу на набережной. Но я вам скажу, в противостоянии фанатов Аякса и Селтика я все-таки за Аякс, несмотря на зеленые цвета Селтика. По билетам. Я иду по абонементу, который стоил 95 евро на все игры. Но на Курве Кома сегодня солдат. То есть у меня товарищ думал поехать. И самый дешевый билет сегодня на матч стоит на вот эту центральную дешевую трибуну 75 евро за, ну, по сути, товарищескую игру, но Кубка Кома. И при этом полные трибуны. Представляете, и очереди стоят. Как обычно, Италия не перестает как бы раздражать своими очередями, потому что у всех проверяют имена на входе. Ну и плюс мне почему-то кажется, что матч изначально должен был быть 8:30. Его перенесли, мне кажется, ради шоу, видимо, после матчевого и награждения и всего такого. Это уже 10-я минута матча, если я вдруг не сказал об этом. Плохие новости. У ребят появились сканеры билета на входе для проверки имен. Теперь они не просто глазами смотрят на имя на билете, а оно высвечивается у них на табло. Раньше такое было только на Ювентусе, а сейчас, видите, теперь и на Кома будет. Не знаю, на всей или серии А. Обыскивают на входе, но сегодня не супер жестко. 12-я минута матча. На гейты все еще очередь. Но я вам скажу, как для Кома, кстати, гейтов немало. У Ювентуса гейтов меньше.
Тут все как обычно, очередь за пивом, за едой. И что интересно, посмотрите, у этого турнира есть свой мерч, вот именно символика Кубка Кома. То есть это не клубная символика, а именно символика турнира. Ну, клубную футболку тоже можете купить, но вот если вы не фанат Кома, а просто приехали покайфовать на турнир, то можете взять себе такое воспоминание. Полная фанатская трибуна. Но что вам сказать, финал есть финал. Смотрите, сколько людей пришло. Это на фанатке. Ну и остальные тоже не пустуют. Хотя вот туда по центру сегодня билет там 130 евро, что-то такое дешевый, и по 200 дорогой. Вон в красном, ну сверху покажу, другие трибуны. Но тоже, посмотрите, стадион не менее загружен, чем на некоторых матчах серии А. Хотя на серии А тут почти всегда солдаут. Очень по-итальянски, когда люди сидят на лестницах. Во многих странах такое строго не допускают, но мы в Италии, тут можно. Просто пробираюсь сквозь людей по пути на свои места. Обхожу детишек, главное не раздавить. Я перепутал свое местечко, поэтому пришлось чуть поднять людей, пробраться по верхнему ряду. Но видите, людей столько, что мне пришлось идти на свое место, а не занимать рандомно, потому что солдаут и реально почти все занято. И вон опять же центральная трибуна, трибуна фанатов Аякса и другая центральная трибуна. Ну и конечно вид на озеро, посмотрите. Ну как так смотреть футбол? Это прекрасно. Хочется налево поворачивать голову. Мне кажется, что у других клубов товарищеские игры стоят там 5-10 евро или бесплатно, и люди не особо ходят, а на Кома за такие деньги и полный стадион. Ну, молодцы, маркетинг работает. 75 евро товарка. У Милана на Лигу Чемпионов, я помню, можно было за 7 или 9 евро сходить на матч с Жироной. Ну, а вы платите не только за это, хотя, ну, Аякс и Кома стоят денег. Это почти элита европейского футбола. Ну, а еще и за вот это. Это тоже стоит денег. И стадион небольшой, поэтому, ну, билеты не могут стоить дешево. Ну, хотя, понятно, на серию цены небольшие стадионы билеты стоят дешево. Но на стадион такого уровня, такой команды. Кома заработал пенальти и выходит вперед. Вот вам и Аякс. Летние радостные эмоции. Ну, про Ника Паза мы сегодня уже вспоминали, и видите, не зря. Вот даже флаг, посмотрите, был с ним. Фаны Аякса не молчат, поют, поддерживают свой клуб. Но, правда, пока не очень активно. Еще интересный факт. Кома Аякс. Как вы думаете, кто домашним фаворит этой встречи? Аякс легенда. Но Кома домашним был фаворитом. Ну, сейчас, понятно, при 7-0 не вообще фаворит. И это команда, которая в позапрошлом сезоне была в серии Б, и я ходил на их матчи серии Б. А сейчас они выходят фаворитами против легендарного Аякса. Могу прямо с трибуны наблюдать за движением поездов. Это тот швейцарский поезд, который идет на Милан. Первый тайм закончили 1-0, все уходят на перерыв. Но поезда продолжают ездить даже во время перерыва. Знаете, есть стадион, где прямо мимо трибун проезжают поезда между трибуной и полем. В Германии, по-моему, я не помню где, нет, не в Германии. Было бы круто туда попасть, но вот пока, видите, так за поездами наблюдаем. Дорога сверху. У человека баннер с Фабрикасом. Нормально, видите, уважают тренера в клубе. Как думаете, в августе увидим баннера с Киева на Сан-Сиро? Погнали второй тайм, пока 1-0 в пользу Кому. И прямо сходу Кома забивает второй гол, буквально вот на 45-й минуте. Забил Батурина, парня за 18 миллионов забрали из Динамо Загреба. Видите, трансферы работают. Сейчас на поле в основном состав Кома с прошлого сезона, но Кома сильно усилился в это трансферное окно. И приятно, когда в итальянский футбол приходят деньги. Главное, чтобы потом итальянские чиновники не хлопнули их там за какие-то налоговые штуки или там за нарушение финансового фейерплея, чтобы чиновники не хлопнули. Но молодцы, вкладывают деньги, развиваются. Кома вроде потратила на трансферы больше, чем итальянские гранды
за это лето. Фанаты Аякса не молчат. Конечно, товарищеские игры тоже риск. Только что так снесли парня, что эти медики его там оживляют уже рекламных конструкций. Кстати, обидно, да, было бы серьезно травмироваться на товарищеской игре. Но Аякс наказан пенальти. Счет становится 3-0 в пользу Кома. Но по делу, по делу. Люди верят в своего тренера, люди верят в Лигопаза. Там сидят фанаты Аякса, а вот это трибуна фанатов Селтика, которые не играют в финале, они заняли 3-е место, вчера они играли матч за 3-е место. И Селтик основали выходцы из Ирландии, и видите, поэтому там, где Селтик, там ирландские флаги. Но Селтик, Глазго Рейнджерс, я думаю, что это один из матчей, которые хотелось бы когда-то посетить. Закончили матч 3-0, и первым обладателем Кубка Кома стала команда Кома. Ну, неудивительно, но приятно все-таки. Соперники тоже были непростые. То есть нельзя сказать, что это была легкая прогулка. Хотя 3-0 против Аякса. Ну, Аякс уже не тот. Впереди нас ждет награждение. Видите, готовят пьедестал, видимо. И еще кое-что интересненькое нам обещали. Футболисты Аякса отправились к своим фанатам. Но причем их фанаты не только на их фанатке, а на центральных трибунах тоже хватает людей в цветах Аякса. Кома пока тоже отправилась к своим фанатам. И отдельно еще Сенс Фабрикас. Ну, видите, вот это подход. Поэтому у него личные баннеры у фанатов. Потому что он умеет делать красиво. Кубок будет вручать президент клуба Кома Мирван Суарса. Я прочитал, что 2 часа назад он сказал, что они договорились с Миланом о том, что Альваро Мората перейдет в Кома. Это нападающий Милана бывший. Ну и вообще, что Мирван был бы счастлив, если бы за Кома играл Месси. Играет Via the Champions. Знаете, Кома, обладатель Кубка Кома 2025. Поздравляем парней, они заслужили. Поздравляем клуб. Они молодцы, они делают красиво. Это классно. Правда, еще недавно я был на Кубке Сильвио Берлускони, который устраивала Монса. Ну, там, правда, он состоял из одного матча, Милан-Монса, так сказать, а клубы Берлускони. Ну, все, уже нет, походу, Кубка Сильвио Берлускони. Но надеюсь, что у Кома все будет хорошо в долгосрочной перспективе. Потому что, вы понимаете, много было амбициозных проектов, не все они выдерживали проверку временем. Но тут хочется верить в ребят. Чтобы они не загасли, как этот фейерверк. Команда вместе с Кубком идет к своим фанатам. Ну, потому что футбол, он же ради фанатов. Фабригас, в принципе, футбольная легенда. И вот он уходит с еще одним кубком. Но в этот раз в качестве тренера. Фабригас играл под 4-м номером. И у этих девочек у всех 4-й номер. Что как бы намекает, что, наверное, все-таки они его дочки. Выключили свет. Это потому, что нас еще кое-что ждет. Это шоу дронов. Так, правда, у меня позиция не оптимальная. Сейчас надо, наверное, переместиться куда-то. Это все дроны с подсветочкой. Я первый раз такое вижу. Но, не знаю. Много людей. Тяжело занять хорошую позицию. Не побеспокоив людей. Они полетели. Ну, они, видимо, какие-то фигуры сейчас должны будут из себя выстраивать. Но, видимо, это надо видеть с другой позиции. Вау! Вот это круто! Теперь символ города.
Football on the Lake. Футбол на озере — это слоган этого турнира, этого Кубка Кома. Прям текст миллионами пишет. Наверное, сейчас скажут 4 команды, 1 кубок. Да, видите, я все знаю наперед, 1 трофей. Футболочка футбольная. Ты понял, они зажигаются, наверное, в цветах, да, клубов. Ну, это шоу, да, это круто. Это Кома. Что творится, что творится? Это все, видите, это подготовлено из маленьких дронов, и оно все светится в нужный момент. Знаете, как это все запрограммировать? Это шоу. Вот я впервые на дрон-шоу, и я в восторге. Это Серхио Рамос подкатит. Или Фабрегас может. Сниму для вас все фигуры. Только что, правда, для инсты снял вот этого парня. Ну ладно, пропустили одну фигурку. Но, да, это круто. Вратарь Аякса, несмотря на то, что 3 пропустил, он еще и несколько крутых сейвов сделал. Ну и вот он, Кубок Кома. Он чем-то похож на Кубок Лиги Чемпионов. Ну, наверное, это намек о больших целях Кома. Победитель. О, футбольная булса сейчас будет. Сдаю контуры. Тут могла бы быть ваша реклама. Ну, хотя, может, это и есть Adidas. Я все еще в поиске идеального ракурса. Все для вас, мои любимые. И да, это такие рекламы Adidas. Потому что Adidas партнер Кома. Мы даже по магазину это видели сегодня в начале выпуска. Ну, кстати, это тоже знак, когда ваш клуб сотрудничает с Adidas, а не с кем-то там. Да, слушайте, этот Кубок Кома, он реально в самое сердечко. Типа, мы камазки, не знаю, мне кажется, Камаш это так называет себя жители Кома, но я не уверен. Тут вот сори, ребят. Но, видите, все очень впечатлены этим. Ну, это, видимо, название компании, которая делает это дрон-шоу. Шоу просто топ. Я жалею, что я пропустил вчерашнее шоу в Милане. Но я знал о нем, но что-то забыл и с другом пошел посидеть. Но надо сходить на полноценное шоу дронов, но это реально впечатляет. Конец. Но, кстати, закончили так, что, в принципе, я мог бы успеть на электричку. Но я не знал, что на полчаса раньше перенесли, поэтому машину можно было не гнать. Ну ничего, сейчас еще по Кома погуляю, получу удовольствие, тут классно. На фанатскую курву во время сезона Кома практически невозможно попасть, потому что тут все выкуплено по абонементам. Но видите, тут на каждом сиденье есть наклейка той подгруппы Ультрас, которая тут находится. То есть трибуна тоже поделена на свои подгруппки. И, купить абонемент сюда практически невозможно. Я не знаю, я попробую переместиться в этом году сюда, но не уверен, что получится. В целом, на Кома бы сохранить абонемент было бы классно. Место заводящего Кома. И, конечно же, тут все заклеено наклейками местных групп. И вот он вот там вот стоит с мегафоном и всех заводит. Тут справа тоже наклеечки. Вот такой вот орел стоит на первом входе. Видите, гейт 1. Я его недавно снимал. В прошлом выпуске с Кома. Вот даже в такой вот обуви люди ходят на матчи. Потому что нельзя пропустить матч любимого клуба. Даже если это финал дружеского кубка. Футболоджи оповестила меня, что сегодня был мой 25-й визит на этот стадион. Вот так вот ребята на футбол ходят. А вы скажите, я не пойду, плохая погода, я устал. А вот эта парочка, она точно знает вообще, куда она сегодня пришла? После матча бесплатно раздают вот такие вот, прям очень качественные журналы про Кубок Кома, про Кома. Это не только сегодня, в принципе, после любого матча Кома обычно вот такой вот выпуск такого качественного, классного
интересного журнала. Кто-то, я думаю, коллекционирует. Кома выиграл кубок. Знаете, говорят, дома стены помогают. Кома дома озеро помогает. Закончился футбол, но не мой прекрасный вечер на Кома. Посижу сейчас пока у озера, полистаю журнальчик. Интересно, что хотя мы в Италии, журнал на 2 языках. В начале статья всегда идет на английском, потом на итальянском. Ну, видите, Кома метит на международную аудиторию, и на матчах действительно много туристов, поэтому это логично. Это статья про одного из фанатов. Не знаю, как вам это все передавать, но понимаете, тут практически каждый момент это как будто бы ты в каком-то кино. Может, поэтому я пытаюсь снимать кино для вас. В эту сторону я еще обычно, кстати, не ходил. Надо вот днем тут полноценно прогуляться. Но отсюда открывается другой вид на город, на стадион. Ну, правда, свет, вы видите, вечером плохо передается. Но как-то еще днем сюда походим, погуляем. Мне на самом деле надо идти вообще в другую сторону. Но эта набережная так манит. Вот просто хочется по ней прогуляться. Потому что, ну, тут как-то атмосферно и воздух такой вкусный. Это нормально вот так вот ходить и заглядывать на чужие виллы? Мне кажется, да, это все-таки публичное пространство какое-то, думаю. Вот в таких вот условиях отдыхает местная молодежь вечерами. Вспомните советские дворы. Ну, я вот, видишь, куда дошел, там вдали светится стадион, вон там купол собора в центре видно, а машина моя далеко-далеко. Но на Кома можно гулять и гулять. Тут еще даже на территорию какой-то виллы можно зайти, правда, она в 11 вечера закрывается, а сейчас 11:10. Знаете, на виллу зайду, а выйти уже не выпустят. Придется ночевать на Кома, на вилле какой-то. Ну, бывало у меня такое, кстати. Наверное, ничего не видно, но тут статуи, зелень, скамеечки. Ну, понятно, что это не последний мой раз на Кома. Надо будет еще как-то приехать, тут больше днем снять, чтобы вас порадовать. Представляете, этот вид сейчас, вот если бы день был бы и светло, как тут было бы сочно. Пора двигаться в сторону центра, посмотрите. Видите, такое потайное место для лодок под виллами. Ну и вот он вид на стадион. И где-то там вдали центр. Но на самом деле это недалеко. Вот так увозят вот эти заграждения, которые создаются перед стадионом, для того, чтобы тут стояла очередь, для того, чтобы у них сверяли соответствие имени в документе с именем в билете. Ну, согласитесь, что это как-то лишнее по сравнению с другими странами. Могли же сразу все заходить. Но нет, столько движений, потому что кто-то когда-то решил, а давайте будем сверять имена в документах с именами в билете. Я во время шоу сказал, что это символ города, но это символ Кубка Кома. Но Кубок Кома, герб города Кома, герб клуба Кома, оно все, в принципе, в похожей стилистике, что логично. Организовал себе перекус. Правда, пришлось ложечки покупать, потому что йогурт очень вкусный. Миндаль. Ну, холодный чай не очень здорово, но в целом получается здоровый такой перекус. Но главное это вид. Вот с таким вот видом будет этот перекус. 6,55 весь этот набор. О большом футбольном празднике теперь остаются только воспоминания. Ну ничего, уже во второй половине августа снова вернемся на футбольное Кома. Я думаю, что это будет Кубок Италии 16 августа, по-моему. Ну и там уже после 24-го серия начинается. Я надеюсь взять абонемент на Кома. Еще раз эмблемы клубов, участников первого Кубка Кома на память. У Аякса немного психоделическая, конечно, эмблема. Но они же из Амстердама, им положено. Когда смотришь на Селтик, долго не можешь понять, это точно Шотландия, разве не Ирландия? Аляхли затесался среди европейцев, но сделал кубок межконтинентальным. А Кома просто красавцы. Лаконично, что еще добавить? 1:30 ночи, пустая центральная площадь Кома. Наверное, не часто тут бывает так тихо. Ну, пройдусь еще немного по пустым центральным улочкам и буду выдвигаться в Милан. Иногда, когда идешь по этим улочкам, кажется, что ты переносишься в какое-то прошлое, но в то же время понимаешь, что ты находишься в настоящем. В отличие от некоторых городов, даже нет никаких решеток, ролет. Просто можешь остановиться и полюбоваться этим всем. Особенно вот эта штука для разведения костра в камине, видимо, она предназначена, чтобы воздух нагонять.
И снова платные дороги. При том, что мне до дома сейчас ехать 40 километров, и не все это расстояние я еду по платной дороге, это вот от точки до точки. Где-то 4:30 выходит дорога Милан-Комо в одну сторону. Милан, конечно, на контрастах с маленьким Комо, Big City Life. Ну, кстати, район-то называется City Life реально. Я уже в Милане, мне день понравился. Если вам тоже, поддержите лайком и комментарием. Что будет дальше, я не знаю, но я думаю, будет интересно. До новых встреч!